Всем привет, друзья! Сегодня я покажу, что я сшила из вот таких старых и вытянутых кофточек. У меня их скопилось 4, поэтому новая вещь будет достаточно большой, и я все эти 4 кофточки использую. Итак, начнем их разрезать по швам. Сначала я отрезала рукава, затем разрезаем боковые и плечевые швы. Готово. И далее осталось разрезать рукав тоже по шву. У нас получились вот такие 4 детали: спинка, перед и 2 рукава. И теперь из них нам нужно выкроить прямоугольники максимально возможной длины и ширины. Я выравниваю края и строю максимально возможный по размеру прямоугольник. И вырезаем из каждой детали. Готово. Из 4 деталей у меня получилось 4 прямоугольника. Откладываем пока их в сторону и займемся следующими кофтами. Я взяла розовую, и здесь точно по такому же принципу. Отрезаем рукава. Здесь я немного пренебрегла швами, так как кофта реглан, и чтобы были более крупные прямоугольники, я разрезала вот таким образом. Готово. Далее также разрезаю по боковым швам и по плечевым. И вырезаем из получившихся деталей прямоугольники. Рукава мы также разрежем по шву и тоже из них вырежем небольшие прямоугольники. Готово. Вот такие детали получились из розовой кофты, тоже 4 прямоугольника. И точно таким же образом вырежем прямоугольники из голубой и из белой кофточки. Итак, готово. Вот такие различные прямоугольнички у меня получились из голубой и из белой кофты. Итак, у нас всего получилась вот такая кучка прямоугольников. Далее я все эти прямоугольники перенесла, уменьшив в 10 раз, на картонки, на цветные. И далее будем из этих уменьшенных копий составлять рисунок нашего изделия. Эти прямоугольники нам необходимо сшить между собой, чтобы получился один большой прямоугольник со сторонами 115 на 165 сантиметров. Я сложила таким образом, что у меня получилось 3 основные линии, которые мы будем затем выравнивать и сшивать между собой. Итак, первая линия — это узкий розовый прямоугольник, затем белый. Сшиваем их вот здесь, затем розовый, большой прямоугольник, сшиваем с белым, затем опять белый и узкий розовый. Сшиваем на 1 сантиметр от края. Готово. Далее срежем лишнюю толщину шва на 0,5 сантиметра.
Готово. Далее я взяла вот такую бейку. Она заутюжена уже с двух сторон шириной 2 сантиметра. И ей будем обрабатывать вот эти швы, чтобы они у нас не сыпались и аккуратно и плоско выглядели. Разутюживаю в две стороны шов. Прикладываю по центру. Отрезаю лишнюю бейку и буду пришивать на 1 мм от края с каждой стороны. Для удобства можно заколоть по центру булавками. Итак, чтобы внешне у нас нитки не были другого цвета, если я прошиваю розовую часть, то вниз машинки в шпульку я ставлю розовые нитки. Прошиваем на 1 мм от края и переворачиваем на другую сторону. Здесь у меня белая ткань, поэтому нитка внизу в шпульке будет белая. Вот так аккуратно будет смотреться у нас с внешней стороны. Впрочем, так же, как и с внутренней. Бейка выглядит очень аккуратно и опрятно. И точно таким же образом мы будем пришивать следующие прямоугольники. Итак, первая полоска прямоугольников у нас готова. Вот так это выглядит с внутренней стороны. Швы аккуратно закрыты бейкой. Итак, теперь займемся сборкой второго и третьего ряда прямоугольников. Итак, я сшила второй ряд прямоугольников, и здесь у меня идет перепад по ширине. Необходимо будет выровнять. Обрезаем лишнее. Готово. Вторая полоска у нас готова. Также ее все швы обрабатываю бейкой. Итак, я сшила 3 полоски, которые намечала. И теперь сошьем их в один большой прямоугольник. Точно таким же образом будем сшивать на 1 см от края и затем обрабатывать шов бейкой. При пришивании бейки я также учитываю цвет прямоугольника, который прошиваю, и в зависимости от этого меняю цвет ниток. Сейчас я прошивала голубой прямоугольник, далее идет белый, поэтому я поставлю шпульку с белыми нитками. Итак, я соединила первые 2 полосы. Вот так это смотрится изнутри, практически люксовая обработка, абсолютно плоские и аккуратные швы. И далее пришиваем третью полоску. Готово. Мы сшили все наши прямоугольники, и получился вот такой один большой прямоугольник, который я складываю пополам. От верха откладываю 30 сантиметров и сбоку 18-20. И далее от вот этой точки верхней откладываем еще 30 сантиметров. Это будут прорези для рукавов, для нашей будущей накидки. Из этого полотна мы сделаем универсальную накидку. Переносим прорезь для рукава на вторую сторону. И сделаем разрезы точно по получившимся линиям. Вот таким образом. Готово. Далее нам необходимо будет обработать срезы. Это я буду делать той же бейкой. Складываю ее пополам, прикалываю булавочками.
Острый угол сейчас я покажу, каким образом обработать. Просто раскладываем его в прямую линию. Бейку обязательно выбирайте косую, чтобы она хорошо ложилась на изгибы. И вот таким образом прошиваем угол, полностью его раскладывая. Прошиваем на 1 мм от края. Итак, готово. Мы полностью обработали швы прорези для рук. И далее нам осталось обработать только край накидки. Его я обработаю точно таким же образом, как и обрабатывала прорези для рук. Готово. Наша накидка полностью готова. Посмотрите, какая яркая, необычная вещь получилась. Все швы очень-очень аккуратно обработаны, по сути она двусторонняя. Сейчас я покажу, как ее можно носить и использовать. Итак, первый вариант. Одеваем нашу накидку длинной стороной вниз. Образуется небольшой воротничок, который не спадает с плеч. И по низу вот так она интересно ложится. Также можно в этом варианте сделать небольшой запах. Тогда накидка собирается в длинную кофточку. Вот таким образом. Далее есть еще один вариант. Надеваем ее длинной стороной вверх. Здесь уже образуется большой воротник, который очень оригинально смотрится, и накидка становится короткая. Также можно поиграть с запахом и сделать объемный воротник. Также из объемного воротника будет очень женственно и элегантно смотреться накидка-платок. Вот таким образом. И еще, друзья, покажу вариант. Можно просто этот большой воротник откинуть, и посмотрите, как красиво это будет смотреться по спинке. Вот такая необычная накидка получилась из 4 старых и вытянутых кофточек и нехитрой швейной обработки. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем хорошего настроения и до новых встреч! Шейте и носите с удовольствием!